Крипта это скам? Секта, иными словами. Ты часто врешь? Да, это правда. И вообще, пройдите у меня обучение, и за 3 дня вы будете жить на Бали. Я опытный трейдер, и все мои друзья опытные трейдера зарабатывают от 10 тысяч долларов. Через криптобиржи отмывают деньги. Я продам свое обучение вам за 100 долларов, и через 3 дня вы отобьете его и получите иксы просто. Улетите в космос. Да, это скам, это мошенничество, это развод. Прибыли только создатели этой платформы? Да, так есть. Обычный скам-треугольник – это мой. Нет, эти руки ничего не брали. Да. Всем привет! Вы смотрите эксклюзивный проект программы Secret Conversation. И сегодня у нас в гостях трейдер с большим опытом Таисия. Тася, привет! Очень рада тебя видеть. Взаимно. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще заинтересовалась этой всей темой? Криптовалюты, криптобиржи? На самом деле это было 3 года назад, я бы сказала, это достаточно долгая история, но тогда я начала видеть очень много различных ярких заголовков, статей по поводу биткоина, его роста, а скорее тогда уже был более спад биткоина, и меня очень заинтересовала в принципе криптовалюта и почему это происходит. И тогда, когда уже достаточно хорошая информация закончилась в свободных источниках, я перешла к обучению и вот так вот пришла к этому. А скажи, пожалуйста, отличается программа того, чего ты можешь найти в свободных источниках, от того, что преподают там достаточно уже опытные трейдеры? Я думаю, да, так как большинства информации нет в свободном доступе, она есть, но она очень размылена, в ней большое количество воды, но, допустим, эта информация есть даже в социальных сетях, но, опять же, нужно ставить огромный фильтр на то, что мы получаем, и только тогда мы придем к успеху. Говорят, что Украина занимает 2-е место в мире по наличию на душу населения криптовалюты. Это правда? Я думаю, не совсем, мне кажется, даже может и 1-е. Это правда, мы в этом плане очень развиты, и большинство крипто-скул, я бы это так назвала, хотят открывать школы обучения по поводу криптовалюты, трейдинга именно в Украине. Крипта это скам? Крипта это не скам. Знаешь, тут 2 мнения. Некоторые кричат: крипта это скам, это мошенничество, это развод, либо это казино, либо удача. Но это мнение не профессионалов, а также есть мнение профессионалов, которые гласят о том, что крипта это логика. Почему, как раньше, нельзя заняться обучением криптовалюты за 3-5 дней? Никогда нельзя было это выучить за 3-5 дней, так как это очень трудоемкий, а также долгий процесс. Вы должны обработать большое количество информации. Информация – это теория. В этом деле очень важна практика, а практику за 3-5 дней никак не получишь. А скажи, пожалуйста, когда ты уже полностью решила, что погружаешься в эту тему, насколько было трудно понять все тонкости, и есть ли такие тонкости, которые, там, допустим, можно попасть на мошенников? Вот вообще в этой сфере много мошенников? Много мошенников именно не в сфере трейдинга, так как здесь каждый отвечает сам за себя. Много мошенников, которые предлагают свое обучение и кричат просто: я продам свое обучение вам за 100 долларов, и через 3 дня вы отобьете его и получите иксы просто. Улетите в космос, вы сможете жить на Бали, вы сможете покупать себе каждый день айфоны, но такого не бывает. А вот скажи, пожалуйста, есть, допустим, некоторые платформы, допустим, как T7 платформа, очень много на ней негативных отзывов, хотя сама программа обещает то, что с помощью искусственного интеллекта и подбора каких-то комбинаций она сможет полностью перейти на уровень автоматизации, и каждый день человеку после вклада его приходит энное количество денег на его Binance кошелек. Скажи, это правда? Бывает ли такое? Нет. Я могу громко заявить о том, что нет. Это мошенники, и как определить мошенников? Вы все должны понимать о том, как работает биржа. И криптовалюта – это график, который ходит как вверх, так и вниз. И как бы от того, что вы продаете или покупаете, вы получите какую-то прибыль, но для этого в этом деле нужно быть профессионалом. Почему эти группы инвестирования не работают? Они не работают в связи с тем, что в основном обещают из разряда: вы принесите 5000 долларов, через месяц получите 40. Так это, к сожалению, не работает в связи с тем, что крипта торгуется, все валюты мира торгуются, и они торгуются как в прибыль, так и в убыток. Просто я бы сказала, что это
Обычный скам-треугольник, это еще есть в трейдинге такое обозначение скам-треугольник, то есть секта, иными словами. Вы получаете свои деньги за счет других людей, которые мне сделали выплату. То есть мне принесли $1000, я такая, я обещаю вам, я из них сделаю 40 тысяч. Да ладно. В итоге я даю этому человеку плюс 1200, потому что до этого ко мне пришел Петя Пупкин, который дал мне 2, так как до этого я ему выплачивала от других людей. То есть, получается, в этой всей схеме прибыли только создатели этой платформы? Да, так и есть. А вот расскажи, пожалуйста, как не попасться на эти уловки, как распознать вот эту вот схему мошенничества сразу? Какие есть такие основные пункты, которые, человека заставят задуматься? Вы должны задумываться над тем, что это график, это анализ и это логика. И вам никогда не пообещают то, что через месяц у вас будет 100% плюс огромное количество к вашему депозиту. Вам уже по стечению времени говорят, смотрите, этот месяц был такой, 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 в связи с определенными новостями, в связи с тем, что происходит в мире, и в принципе в связи это какой месяц, конец этого месяца, начало месяца, это квартал, очень много факторов. Вы должны ориентироваться на то, что перед этим всем почитать отзывы о том, что действительно происходит в этой компании. Я уверена, что это то, что заставит вас задуматься и оттолкнуться от этого максимально далеко и надолго. Как ты считаешь, в будущем криптовалюта сможет заменить банковскую систему? Я думаю, да, но в какой-то степени я бы сказала, что криптовалюта это и является банковская система. Криптовалюта это и есть валюта, в которой есть купить, продать, а также вы можете сделать в нее вклад, дождаться. То есть, грубо говоря, как вы приносите деньги в банк и под процент. Для людей, которые занимаются трейдингом, занимаются продажей и покупкой криптовалюты, существуют какие-то запреты на покупку? Существуют ли запреты налогообложения на эту криптовалюту? Раньше криптовалюта в Украине не облагалась налогом, но сейчас хотят ввести новый закон, который будет облагать ее налогом, но вашу прибыль вы говорите сами. То есть, помимо того, что ты должна еще приобрести эту криптовалюту, ты после того, как она вырастет в цене, ты должна уплатить еще с этого налог? Я бы сказала так, здесь зависит от твоего оборота. То есть, допустим, трейдера, у которых происходят ежедневные сделки, не у всех ежедневные, это все индивидуально, но да, им придется платить, так как они с этого имеют определенный доход. А сколько может опытный трейдер зарабатывать в месяц? Я не могу сказать точно, и, кстати, еще один фактор. Вот так все мошенники говорят. Я опытный трейдер, и все мои друзья опытные трейдера зарабатывают от $10 000. Опять же, очень много факторов. Все торгуют на разном депозите. То есть это может быть как $10 000, как $100 000, и сумма летит просто как вверх, так и вниз. Зависит от депозита, зависит от того, какое количество сделок было сделано в этот месяц, и плюсом зависит от того, какой процент сделки. То есть это 2%, иногда это доходит даже до 10%, но это очень редкие сделки. Монобанк или Binance? Binance. Почему? Более комфортно, более удобно. Лондонская сессия или нью-йоркская? Лондон. Почему? Логичен более. Что ты сделаешь, когда биткоин будет по $100 000? Наверное, учитывая мой спот, тогда уже и рожать не страшно. Технический анализ или индивидуальный концепт? Индивидуальный концепт. Почему? Не верю в технический анализ. Когда исчезнет трейдинг? Никогда. Ты насколько в этом уверена? Да, потому что валюты будут существовать всегда. Нет, безусловно, если будет зомби-апокалипсис, мне кажется, люди все равно создадут, знаешь, из разряда график того, сколько ушей съели зомби. И тогда трейдить тоже можно будет. Бытует мнение, что работа трейдера – это нажать пару клавиш на компьютере, и уже Binance пополняется, деньги сыпятся рекой. Это правда? Нет. На самом деле я могла сейчас сказать, да, это правда, и вообще пройдите у меня обучение, и за 3 дня вы будете жить на Бали, и все, и вы будете чувствовать себя комфортно, вы и ваши дети. Но на самом деле это не так, если вы являетесь настоящим трейдером, который торгует, который понимает график, который понимает анализ этого графика, который сам же его составляет. Поэтому сказать, что это так, и все это так легко, я не могу, так как это время это деньги, а также это собственные мысли каждый день, то есть все зависит только от тебя и от твоего ума, от твоих знаний. Ты часто врешь? Нет,
Так как моя работа очень сильно изменила мою личность, и если бы я допускала себе эту черту, то я бы не стала трейдером, так как врать кому-то — это в первую очередь врать себе. А здесь я должна быть максимально честной с собой и верить в то, что я делаю, поэтому нет. Спасибо. А вот ситуация по поводу того, что некоторые государства вставляют палки в колеса именитым просто криптобиржам. Для чего они это делают? Я бы сказала так, вообще изначально почему зародилась криптовалюта? Потому что это способ собственных денег. Что значит способ собственных денег? Все государства хотят знать, какой оборот у их страны, какой доход у их граждан. А криптовалюта, грубо говоря, это то, что для государства закрыто. Они не знают, сколько там денег, какой у кого оборот, и она не облагается налогом, так как это достаточно сложно отследить. Вот и просто, вот, грубо говоря, вот весь ответ на наш вопрос, так как криптовалюта — это просто способ неконтроля. То есть она не дает государству контролировать доход их граждан. Но это плюс. А вот ситуация по поводу того, что многие статьи пишут о том, что через криптобиржи отмывают деньги. Депутаты, мошенники, всякие разные люди. Скажи, это как не попасть на того, кто сможет продать криптовалюту, которая грязная, черная? И как понять последствия этой сделки? Я скажу так, последствия этой сделки бывают разные. В основном, если это, допустим, биржа Binance, последствия будут просто блокировка аккаунта. Но на самом деле блокировка аккаунта — это не так просто, как все думают. Есть определенные платформы, там, где мы можем посмотреть историю биткоина. То есть некоторые могут отправить запрещенные вещества, то есть это деньги, полученные за счет продажи запрещенных веществ. Угу. То есть таким образом идет как бы сбыт наркотических веществ? Отмывание денег за счет того, что вы, грубо говоря, отбеляете вашу валюту. По поводу отмывания денег депутатами и так далее, это правда, так как, опять же, это то, что государство не может контролировать. На этом очень сложно как-то человека, ага, вот здесь ты взял взятку, именно поэтому... Нет, эти руки ничего не брали. Да, именно поэтому вот это такой способ, почему государство хочет, грубо говоря, видеть оборот, так как это способ уличить какого-то человека в неуплате налогов или в том, что он берет взятки, если его доход, который записан на бумажке, не соответствует тому, которого у него есть на кошельке. А вот если вот я хочу заниматься криптовалютой, для того, чтобы это было абсолютно легально, это нужно оформить себе ФОП или сделать себя самозанятым, или платить 20% НДС? В данной ситуации, которая происходит в Украине, ты не должен делать ничего, ты должен понимать, ты можешь оформить ФОП, да, есть такой вариант, так как сейчас многие банковские системы, вот, допустим, я думаю, всем популярный Монобанк, когда у вас превышает лимит по карте, они просят: откуда деньги? Такой четкий вопрос. Откуда они? И раньше можно было скинуть, допустим, это P2P продажи и так далее. Сейчас, к сожалению, я даже найду сообщение, которое мне писал Монобанк, что они не поддерживают получение денег через биржу, то есть это P2P торговля, это трейдинг. А как обойти эти банковские запреты? На самом деле, прям сказать чистого метода, чтобы их обойти, нет. Ты просто оформляешь ФОП, то есть ты получаешь заработок, и при этом у тебя есть декларация дохода. У тебя есть майнинг-ферма? Нет, но я знаю на опыте достаточно близких людей, что, к сожалению, сейчас майнинг-ферма уже, я скажу честно, даже не окупает свет. Это связано с некоторыми запретами от создателей криптовалюты, например, эфира, и такие доходы, как она приносила раньше, уже очень проблематично сделать так, чтобы она хотя бы отбивала свет и так далее. Сейчас мне говорят, что она работает у нас просто как обогреватель. Ну, это правда то, что мне говорят. Мне говорят: Тась, ну это просто обогреватель. Я не хочу ее выкидывать, вдруг видеокамера... Давай это переснимем. У меня ее нет. У меня есть опыт моих близких людей, у которых сейчас до сих пор остается Извините. Давай воду. А вон у меня стоит. Тут не вода, тут вино. Это вишневый сок. Трейдеры часто выпивают? Лично я нет. Но с учетом того, что происходит на рынке, я взбухалась давно.